Привет! С неделю назад в моем городе под рельсы в метро бросился мужчина. Весенний суицид. Говорю я об этом, потому что в 2014 году, тоже весной, тоже в марте, покончил жизнью человек, с которым я учился. Это было шоком для всех, куратор, одногруппники. Не очень были ясны его мотивы. На самом деле, если обратиться к статистике, суицид – это достаточно распространенное явление. Например, если вы живете в России, то вероятность умереть от суицида для вас выше, чем вероятность погибнуть в аварии. Не обнадеживает, правда? Для стран Западной Европы в целом характерна картина, когда попытки самоубийства совершают в 4 раза больше женщины, а успешные самоубийства в 3 раза чаще осуществляют мужчины. Вероятно, это связано с выбором более смертельных методов. Согласно исследованиям 2009 и 2012 года, суицид занимал 10-е место в списке самых распространенных причин смерти. Вы находитесь в группе риска, если у вас есть психические расстройства. Половине случаев самоубийств предшествует зафиксированная депрессия. И да, депрессия – это психическое расстройство. У него есть даже свой номер в международной классификации болезней 10 и 9 версии. И к депрессии стоит относиться серьезнее. Это реальные нарушения реальной химии мозга, а не просто абстрактное плохое настроение. Неблагоприятными являются и социально-экономические факторы. Бедность, дискриминация. Если взять исламские страны, где женщин, безусловно, подвергают дискриминации, то для них как раз и характерна картина, когда молодые женщины совершают больше самоубийств. Если не верите, метаанализы за 2010 год вам в помощь. Также значительно больший риск закончить жизнь самоубийством наблюдается у представителей ЛГБТ-сообщества. Их непонимание, высмеивание в обществе и открытая ненависть уж явно не способствуют хорошему состоянию эмоционального фона и психического здоровья в целом. Если мне память не изменяет, то когда была эта история с сообществом «Дети 404», дети ЛГБТ, когда судили администратора этого сообщества, в суде она сказала, что неужели вы считаете, что для этих детей будет лучше, если они покончат с жизнью? На что судья ответила: а что, лучше содомия? Такое отношение иллюстрирует, почему в ЛГБТ-среде такое количество самоубийств. В России, кстати, еще есть проблема с онкобольными. Многие из них испытывают очень сильные боли, и обезболивающих на всех не хватает. Вот ему приходится заканчивать жизнь самоубийством, потому что эвтаназия запрещена по этическим принципам, а обезболивающих нет. Вот и мучайтесь, будьте мучениками, христианство это ценит. И еще, о чем умалчивают патриотические программы, это о том, что для ветеранов войны риск умереть от суицида на 55% выше. После упоминания в новогоднем видео Trash Smash одного из главных попов России, Смирнова, и его заявление о том, что последовательный атеист должен покончить жизнь самоубийством, мне писали разные люди, причем один из них явно соглашался со Смирновым и жил с этими мыслями о суициде уже лет 10. Надеюсь, и сейчас живет. Я, по-моему, ему не ответил второй раз. Его мысли на этот счет были даже несколько шаблонны. В стиле «зачем мне жить, если после смерти ничего не будет? Какой смысл делать вклад общества? Меня это все равно не будет касаться». Биологический смысл жизни в передаче наследственной информации этот человек не принимал. Гедонизм его тоже не прельщал. И все в таком духе. Давайте возьмем. Так, навскидку. В средней дозе спермы среднего мужчины содержится около 40 миллионов сперматозоидов. Менструальный цикл в среднем длится 28 суток. Овуляция происходит только одни из них. Максимальный срок, на котором была обнаружена сперма в шейке матки у человека, это 5 дней. 20% всех беременностей заканчивается самопроизвольным абортом. И это только фиксированные цифры. Реальный процент куда выше, потому что большинство женщин тупо не обращается к врачам, принимая непроизвольный аборт за преждевременные месячные или их отсутствие. Период после рождения или постнатальный, где на самом деле такая выживаемость, как сейчас, началась только с 50-х годов 20 века, благодаря такому уровню развития медицины и создания антибиотиков. До этого новорожденные умирали просто пачками. Обратите внимание на коллективные могилки на старых кладбищах. И учитывая все это, даже вне контекста абиогенеза и эволюции человека, в целом,
Вы понимаете, что ваши шансы на то, что родитесь именно вы не умрете в детстве, на то, что вы вырастете, осознаете себя и будете думать о суициде, очень-очень малы. Фактически вам выпал невероятный куш. Так что достигнуть мыслей о суициде – это уже в каком-то смысле победа. И понимая все это, вы серьезно думаете о суициде? Вы думаете о том, как просрать все, что у вас есть? Уникальный шанс. А смерть это чертовски скучно. Так что причины самоубийств достаточно прозаические. Недостаток лекарств, дискриминация, небрежное отношение к психотерапии и психическим расстройствам в целом. Ну и еще некоторые исследователи выделяют такую причину, как романтизация самоубийств или эффект Вертера. Ну, это когда в произведениях массовой культуры смерть превозносит как нечто одухотворенное, такое уникальное, выражающее личность человека, который покончил жизнь самоубийством. И еще одна вещь. Очень часто, особенно верующие люди, любят говорить, что у атеистов нет никакой морали, они не осознают ценность жизни именно в контексте того, что зачем мне что-то делать для других людей, раз жизнь одна. Они не понимают того, что осознание того, что жизнь у нас одна, того, что она уникальна, дает куда более глубокое понимание ценности этой жизни. Наверняка вам знакома фраза «помни о смерти». На мой взгляд, она лучше всего дает понимание ценности нашей жизни и необходимость ценить каждый ее момент, будь то плохой или хороший. В конце концов, все эти маленькие моменты составляют значительную часть вашей личности. Пока!